Всем привет! С вами Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете» и мастер по вышивке лентами. Как вы знаете, вышивку лентами я люблю, но вышиваю я не только картины. В свое время я задумалась, где еще можно использовать вышивку лентами. Одно дело, когда картины висят на стене, да, их по сути никто не видит, и другое дело, когда есть возможность продемонстрировать всем свои навыки по вышивке лентами. Так где же можно использовать вышивку лентами на предметах одежды? Ну, прежде всего, это в детской одежде. В детской одежде, и в частности, в одежде девочек. Вот есть у моей дочки любимая блузка, в которой она часто ходит в детский сад. Ну, ребенок, который ходит в детский сад, вы понимаете, чем это чревато, да, для одежды. То есть одежда очень часто стирается, в итоге там в определенных местах она даже выцветает. Именно это и случилось вот с данной блузкой. И поскольку Соне никак не хотела с ней расставаться, я решила замаскировать, просто задекорировать места, вот эти вот потертости, которые уже застиранные. И вот что у меня получилось. Подобрала я голубые атласные ленты, да, причем голубые они двух тонов, посветлее и потемнее. Вот, и сделала вышивку. Тут и нити, тут и ленты, тут и вот синтетические нити. Вот, дизайн очень такой простой, но смотрится, вот одно дело, когда я вам сейчас показываю, другое дело на ребенке. Смотрится великолепно, и главное по-весеннему, очень свежо смотрится. Вот. Что еще, где еще можно использовать вышивку лентами? Вот есть такое платье темно-синего, почти черного цвета, но для ребенка такое платье скучновато, да? И мы решили его вот таким образом разнообразить. Вышивкой вот такого дерева. Вышивка здесь шелковыми лентами и ствол, соответственно, гладью. Вот. Сразу платье приобрело изюминку, да? То есть здесь не надо никаких дополнительных украшений, платье прекрасно само по себе. Вот. Где, значит, еще можно применить? Это в различных головных уборах для детей. Вот, например, была у моей дочки вот такая вот шапочка. Это, ну, как летняя панамка. Она очень легкая, вот, но чисто белая. Понятно, что скучно, да, для ребенка такое. И вот я решила украсить ее вышивкой лентами. Я украсила по контуру вот такими цветочками, да, голубыми и розовыми. И сделала вот такую небольшую вышивку. Здесь ленты и бисер. Вот, значит, что еще? Ну, сейчас зима закончилась, поэтому я вам могу уже показать, значит, очередные мои шедевры. Это вот такие вот варежки. Да, в отличие от обычных скучных, да, там серых или каких-то там варежков, вот с таким дизайном, вот с такой вышивкой лентами варежки смотрятся вообще по-зимнему сказочно как-то, да, мне кажется. Вот. Вот такие вот варежки, это мои, они идут у меня комплект, варежки, шапка и шарф. Здесь тоже вышивка атласными лентами, шерстяными нитями, пряжей и бисером разных-разных цветов и оттенков. Да? Вот такие вот черные варежки. Вот, тоже с вышивкой нитями, бисером, лентами. Вот такие вот перчатки. Они подойдут под любую одежду. Это может быть и куртка, это может быть и шуба. Они очень нежные, вот, очень воздушные и на руке смотрятся очень изящно. Вот. Значит, где еще можно применить вышивку лентами? Это разнообразные сумочки, разнообразные косметички, кисеты, чехольчики для телефонов, для фотоаппаратов. Вот такой вот у меня чехол для фотоаппарата. У меня эта сумочка осталась одна, все остальные были проданы на ярмарках, на выставках, вот, из плотного фетра, и вот такая небольшая вышивка лентами. Вот, то есть, по сути, вышивку лентами можно применять да где угодно, где позволяет вам ваша фантазия, да, и необходимость, как вот в моем случае с ребенком, с маленьким, который ходит в детский сад и пачкает одежду. Вот. Наверняка у вас сейчас такой резонный вопрос появился, а насколько вообще это практично вышивка лентами. Ведь понятно, что вот такую вещь уже просто в стиральную машинку не кинешь, да, как обычные там майки. Да? Это очевидно. За вещами вышитыми лентами нужен особый уход. Но в чем он заключается? Элементарно в ручной стирке. Все, просто стирать эти вещи не в машинке, а руками. И отжимать не вот такими выкручивающими движениями, а просто сжимающими. Все, постирали руками, сжали, чтобы вода стекла. И либо разложили, либо повесили там уж как в зависимости от ткани, из которого сшито изделие. Вот. Далее, вопрос еще по поводу практичности. Когда я расшивала варежки, вот в частности я начала со своих варежек, у меня было сомнение, насколько вообще долговечна вот данная вышивка, да? Ведь у нас в сумках порой просто нарнии, там и ключи, и еще какие-то острые, там колющие, режущие предметы могут быть. Вот. И я боялась, что бисер мой продержится, ну хорошо, если дня два, да и вышивка лентами, думаю, не больше недели у меня проживет. Но вот я удивилась, второй сезон, я хожу в этих варежках второй сезон, они у меня уплотнены там вот
флисом теплым, то есть это уже не варежки, это рукавицы. Вот. Я гуляю в них с ребенком. Ну, вы представляете, что такое прогулки зимой с маленьким ребенком. Это катание с горки, это играние в снежки, это катание на санках, валялись мы в снегу, то есть, ну, все что угодно делали. И ничего, абсолютно ничего здесь не повредилось. Вся вышивка, вся и ленты, и бисеры, и нити, все осталось на своих местах. Поэтому я сделала для себя вывод и говорю вам ответственно, что вышивка лентами – это практично. То есть ничего с ней не случится. Вот. Что касается ухода за вышитыми вещами, я вам рассказала, и теперь буквально пару слов о том, как же вышивать на готовом изделии. Скажу сразу, вышивать на готовом изделии непросто. Гораздо проще вышить, да, какой-то просто на лоскутке ткани и дальше уже там сшить изделие. Здесь, конечно, лишняя ткань, которая мешается, необходимо тщательно подбирать пяльцем, так, чтобы вся вышивка в них умещалась. Да? Если вы вышиваете гладью, то будьте осторожны, например, гладью на синтетической ткани, потому что чуть лишнее натяжение нити и уже деформируется само изделие. Да? И ткань все время приходится подбирать, да, чтобы не мешало продергиванию иглы на изнанку. Вот. Но это все дело навыка, это все дело сноровки, и главное правильно подготовиться к работе. Если правильно подготовиться к работе, то вышивка идет легко и, в общем-то, беспроблемно. Вот. Ну что, как вам такая идея, вот, декорирования одежды, да, так сказать, придадим вторую жизнь нашим старым вещам. Хотели бы вы попробовать расшить что-то из своего гардероба или из гардероба своего ребенка? Если есть такие мысли, напишите в комментариях, что именно вы хотели бы расшить, будь то майка, или блузка, или юбка, или платье. Я соберу все ваши ответы и выберу наиболее популярные. Возможно, тогда мы сделаем мастер-класс, где запишем видео, в котором я разошью тот или иной предмет одежды. А вообще-то мы сейчас готовим для вас бесплатный мастер-класс по расшиванию косметички. То есть мы вместе с вами разошьем летнюю косметичку. Разошьем и сошьем соответственно. То есть это будет непосредственно применение вышивки лентами на практике, применение вышивки лентами, то, которое могут видеть все. Вот такие у нас планы, вот такая у меня информация на сегодня. Надеюсь, она оказалась для вас полезной. На этом у меня все. Будьте на связи. С вами была Ольга Собянина, автор блога «Развивайся в декрете» и мастер по вышивке лентами. Всем пока!